один из моих любимых спикеров, очень сильный, очень эмоциональный, который дает всегда очень интересный контент. Я приглашаю Эндрю Хокса. Спасибо, Юлия, за такое живое представление. Доброе утро, доброго дня, доброго вечера. В зависимости от того, где вы находитесь, поставьте пятерочку, если вы все еще полны сил и энтузиазма по поводу марафона 260. Здорово. Вижу, что есть у нас пятерки. Ребята, спасибо, что вы сегодня здесь с нами. Как Юлия уже говорила, мы уже на 4-й неделе. Первый день 4-й недели. Позвольте вас поздравить за это, с этим. И мы продолжаем наш невероятный путь вместе. И очень легко дойти до такого момента, когда вам хочется все прекратить, сдаться и отступить. Вам эти внутренние голоса в голове начинают говорить, что, вы знаете, может, хватит, может расслабиться. Нет, как раз-то в этот момент надо полностью выжать педаль газа. Надо сказать себе, что нет, надо продолжать, вложить все силы и двигаться на пути к своему успеху. Для тех, кто не знает, меня зовут Эндрю Хокс, я отец 3 детей, я представитель президентского совета нашей великой компании. То есть это орган, который принимает решения, определяющие судьбу компании. Для меня это большая честь быть в составе этого совета. Также являюсь президентом по партнерской программе потребительского сообщества NEMI. Совсем недавно еще помню, когда был менеджером и хотел стать лидер-менеджером, а вот я уже президент. Также являюсь сертифицированным тренером, мастер-профи и ведущим гения финансов. Также являюсь членом Ассоциации «Генералы мира за мир». Очень хорошая организация, и если вы тоже хотите вступить, это очень легко сделать, пожалуйста, вступайте. Также я специалист по продажам и маркетингу. Я работал очень долгое время, служил в вооруженных силах, где-то с 20 лет я там, и у меня не было никакого опыта в продажах и маркетингу. А затем я начал этим заниматься, и, наверное, даже больше уже занимаюсь по времени этим, чем я служил в вооруженных силах. Также я частный инвестор, предприниматель и международный спикер. Кто взволнован, взбудоражен? Поставьте плюсики, если вы тоже с нетерпением ждете начала. Так, вижу, есть плюсики. Угу. Итак, вот в прошлый раз я немножко занял слишком много времени, поэтому я возьму для этого интервью всего лишь одного человека. Поэтому поднимайте руки, если вы хотите поговорить вот по нашему списку. Если вы хотите поделиться своей историей, конечно, это здорово, но, ребята, помните, что мы должны уважать время других людей и необходимо придерживаться нашей заданной структуры. Хорошо, давайте посмотрим, кто у нас есть желающие. Пару человек в английском чате. Какие-нибудь, может, еще есть чаты? Давайте У нас посмотрим. есть 3 человека из итальянского чата, которые хотели бы говорить. Хорошо, тогда, друзья, давайте послушаем кого-то одного из итальянского чата. Выберите, пожалуйста. Да, секундочку, сейчас они пробуют подключиться. Хорошо, ждем.
Никто, к сожалению, не Вот. может подключиться. Может быть, кого-то из другого чата тогда. Вот подключилась. Да, подключилась Мария Уджения. Хорошо, Добрый давайте вечер. послушаем. Добрый вечер всем. Они пытались уступить друг другу место. Мария Уджения хотела бы послушать и своих других итальянских коллег, но получилось у нее у первой подключиться, поэтому она передает всем большой привет. Она уже считает себя таким адептом вот нашей миссии NEM. Для нее уже нет никаких барьеров в этой деятельности. Она работает очень много с соцсетями, ищет какие-то альтернативы, потому что сейчас границы немного закрыты в связи с существующей ситуацией. Я сейчас топ-менеджер нашей компании. Меня зовут Мария Уджения Хименес, я живу в Италии, но я из Колумбии. Хорошо, Мария, спасибо. Тогда спасибо, что представились и сказали, откуда вы назвали свой статус. Отлично, топ-менеджер. Вы усердно, наверное, работали, чтобы достичь этого ранга. Говорит Мария Уджения, что, к сожалению, ситуация во всех странах разная. Может быть, в Италии не такая легкая ситуация для того, чтобы иметь возможность работать открыто и в том числе из-за вот этой ситуации со здравоохранением, с текущей ситуацией, с эпидемией гриппа, но она просто уверена, что никто не сможет нас остановить, и благодаря техническим современным средствам мы можем работать из дома, мы можем работать через интернет, мы можем работать через Zoom, мы можем проводить наши конференции и быть в контакте со всем миром, поэтому благодарит всех и передает всем привет. Здорово. Я согласен на 100% с тем, что было сказано. Я знаю, иногда в Италии действительно может быть сложно работать. Но сейчас благодаря коммуникационным системам нам действительно легче вести наш бизнес, и это плюс. Хорошо, помимо вот очевидных, да, причин, которые у вас есть в Италии, а какие у вас были проблемы, которые привели вас к тому, что вы присоединились к марафону? Какие трудности вы испытывали, которые побудили вас стать участницей марафона? Нет, не было никаких проблем, которые побудили меня участвовать в марафоне. Наоборот, я считаю, что мы часто как-то разбрасываемся, может быть, и делаем много всего разного в жизни, отвлекаемся на какие-то вещи не совсем важные. И вот этот марафон стал такой нитью, который, опять же, нас привел к тому, чтобы сконцентрироваться на наших целях.
И я уже являлась участницей много раз мастер-профи в России, мастер-профи в Италии, но вот сейчас вот этот марафон — это действительно такая путеводная нить для меня, но также в том числе для моей команды и для всей моей структуры, и мы являемся участниками марафона все вместе, мы работаем вместе в группах, и, конечно же, это я посчитала просто необходимым участвовать вместе с моими новичками в этом марафоне. Здорово. Вы прямо вот в точку попали. Это и называется вести за собой, показывая пример. Поэтому некоторые люди там решались, а для вас это прямо, я как вижу, не было иного выбора. Вы решили, что нет, вы обязаны быть. Или да, я обязана быть на этом марафоне. Здорово, я готов подписаться под каждым вашим словом. Снимаю шляпу. Хорошо, а какую бы вы рекомендацию могли дать нашим участникам марафона 260? Совет, который я хотела бы дать из моего опыта, и это мой первый опыт в сетевом бизнесе, это как раз вот это, пользоваться опытом всех других людей, которые уже создали наработанную систему, потому что эта система, она достаточно простая, но она работает. Поэтому нужно дисциплинировать себя и стараться следовать уже выработанным правилам и быть в рамках того, что тебе предлагают уже готовые профессионалы. Это очень мудрый совет. Действительно, марафон 260, именно в этом весь его и смысл. Вы отлично это описали. Большое спасибо, что высказались и поделились своим опытом этим утром, днем или вечером, в ночь, зависит от того, в какой вы стране. Спасибо большое, и мы сейчас будем двигаться дальше. Мария, спасибо за ваше время. Так, ребята, я снова сейчас посмотрю на часы, чтобы убедиться, что мы идем по графику. Поэтому переходим к следующей части. Мы хотели бы поблагодарить всех наших менторов, всех наших спикеров за то время, которое вы нам посвящаете, и за тот опыт, которым вы с нами делитесь. Мы должны вас И благодарить. сейчас давайте посмотрим. Шейле дадим слово поговорить о нашей домашней работе. Дайте, пожалуйста, слово Шейле. Шейла, просто активируйте свой микрофон. Вот, есть, получилось у вас, вижу. Шейла Марека. Да, у меня все хорошо, спасибо, Эндрю. Отлично, здорово, Шейла. А не могли бы вы представиться для всех? Откуда вы, ваш статус компании, было бы здорово. Меня зовут Шейла Марека. Я из Южной Африки. И я хотел бы поговорить сейчас с нашими партнерами, с нашими участниками. И могу сказать сразу, что я получила очень много самоуверенности. Я выпускница курса мастер-профи, но до сих пор я не понимала все еще важность образования, а особенно финансового образования. Поскольку я воспринимала деньги просто как деньги, а сейчас я поняла, почему очень важно научиться ими управлять. Для меня это стало как откровение, потому что не имея финансового образования, вы так и не будете знать, как управлять этими деньгами, как приумножать их. Я уже с самого начала участвую в этом марафоне, он мне помогает и в саморазвитии, в личностном развитии. Когда я слушаю всех наших спикеров, когда выполняю домашнюю работу, я могу себя толкать вперед. И я понимаю,
куда направлен мой взор, какое мое окончательное видение, моя окончательная цель. А раньше я никогда не организовывала встречи для людей, не делала презентаций, а сегодня у меня весь есть этот инструментарий. Я могу сейчас проводить встречи, проводить в другие там соседние страны в Африке и проводить там презентации. И благодаря курсу Мастер-Профи я сейчас могу преподавать этот курс и в других странах Африки. Здорово, Шейла. А вот давайте вернемся к домашнему заданию пятницы. Вас просили прописать 10 плюсов и более многоуровневого краудинвестинга по сравнению с другими видами бизнеса. Я уверен, что вы написали свои какие-то причины. Не могли бы вы ими поделиться, чтобы другие могли воспользоваться ими и извлечь из них пользу? Я считаю, что, это Шейла говорит, что все в этой компании должны понимать значение образования, которое позволит нам приумножить наш капитал. Если вы знаете, как вести этот бизнес МКИ, и будете делиться этой информацией с другими людьми. Также МКИ – это возможность участия в больших конференциях, участие в ивенте, и вы можете стать международным спикером, и вы встречаетесь с людьми из разных стран, а это, в свою очередь, позволяет заводить вам дружеские отношения и бизнес-партнерские отношения. Также в рамках нашего образования мы можем получать образование на курсах Мастер-Профи, а это позволяет вам стать профессиональным оратором. Также мы делаем не только теоретическую часть, мы занимаемся и практикой. И мы применяем наши знания во внешнем мире. И более того, вы можете расти в нашей рейтинговой системе, подниматься выше и выше. И это, в свою очередь, вам принесет дополнительный доход, улучшит вашу финансовую ситуацию, а вы сможете достичь своей цели и своей мечты. Да, Эндрю говорит, действительно, я вижу, что у вас прям так прописано ваши преимущества, ваши плюсы. Шила, вы подождите, пожалуйста, я вот обращусь к нашим слушателям. Вот когда вы прописываете 10 плюсов, вы должны помнить, что у вас всегда люди будут про них спрашивать. Помните, на первой, второй неделе у нас были квалификационные вопросы, поворотные вопросы, обработка возражений. Когда у вас прописаны все плюсы и преимущества, а именно в этом смысл этого задания, когда вы будете с кем-то общаться, и кто-то вас про них спросит, вы сразу их вспомните, потому что вы их уже где-то прописывали. И вы говорите, вот почему я считаю, что у нас бизнес лучше, чем какие-то другие виды бизнеса. Понимаете? Шейла, еще вопрос. А вы оценили, сколько стоит ваша мечта и какие надо шаги предпринять, чтобы ее реализовать? Шейла говорит, да. Я уже определилась с тем, что я хочу сделать и достичь. Ну, многие вещи, а некоторые из моих мечт я уже достигла, да, например, там, жилье. Но сейчас моя такая цель – это привлечь максимальное количество людей в этот бизнес. А особенно из моей страны, где у нас очень большая безработица, а особенно выпускники, которые вот выходят из университетов, и они не могут трудоустроиться. И я думаю, для меня это будет большая мечта выйти на других людей, пригласить их в эту компанию и дать им возможность получить доступ ко всем этим возможностям, которые получаем мы, чтобы они могли тоже получить финансовое образование, сами стать участниками там, биржи, торгов, и это изменит им жизнь. Здорово.
Спасибо, Шейла, за то, что вы поделились с нами. Я тоже посещал ЮАР и знаю, о чем вы говорите, не из своего личного опыта, поэтому я полностью понимаю, о чем вы говорили, и желаю вам самого хорошего и удачи, Шейла. Я уверен, что многие извлекли пользу из этого интервью. Ребята, сейчас я хотел бы представить очень хорошего моего друга, директора в Индии, очень хорошего человека. Что бы я у него ни попросил, он всегда мне поможет. Последнюю рубашку отдаст. И очень мне помогал в Индии. И его зовут Харвиндер Сингх. Хари, ты с нами? Да, Эндрю, я здесь. Здорово. Дамы и господа, оставляю вас в умелых руках Хари. Так, здорово. Сейчас я попытаюсь поделиться своим экраном. Сделаю демонстрацию экрана. Большое спасибо, Эндрю, за такую презентацию. И также хотелось бы поблагодарить людей, которые не дали мне потерять веру в себя. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, в какой стране вы живете. Меня зовут Харвиндер Сингх. Я являюсь представителем президентского совета, президент по партнерской программе потребительского сообщества НЭМИ. Я также сертифицированный тренер мастер-профи и ведущий игры «Гений финансов». Являюсь членом Ассоциации генерала мира. Да, мир, лидер компании в Индии, предприниматель и спикер, а также являюсь профессиональным инвестором. Сегодня я хотел бы поговорить о четырех бизнес-системах. Во-первых, речь идет о системе отбора. Да? Очень много мы говорили об этом и на прошлой неделе. Сегодня я помогу вам вспомнить о том, что уже говорил Маршалл. После этого мы поговорим о нашем первом шаге. Это приглашение на встречу. После приглашения на встречу ваш второй шаг – это назначение встречи. Именно встреча, на которой вы должны уже подготовиться и одеться как бизнесмен. Я вам приведу пример, что я имею в виду. Вот. Очень говорят, что первое впечатление длится самое долгое время. И очень часто, как знаете, на русском языке говорят, что судят по одежке. Так вот, очень часто так это и есть. Поэтому призываю вас, если вы идете на встречу, деловую встречу, одевайтесь по-деловому. Я думаю, вы согласитесь со мной, что так и есть. Что очень важно создать хорошее первое впечатление. Поставьте плюсик, если вы согласны. Единичку. Плюсик, единичку. Так, вижу, есть обратная связь, хорошо. Единички, плюсики. Здорово. Поэтому мы должны выглядеть как деловые люди. Объясню вам, почему. Почему важно создать хорошее первое впечатление. Давай возьмем пример, который нам более хорошо поможет понять. Вот когда вы идете в больницу, да, и вы действительно заболели, да, кто вы хотите, чтобы вас лечил, когда вы заболели? Хотите вы, чтобы вас лечил человек, который пришел, а он одет как плотник или как слесарь? Или хотите, чтобы вас лечил человек, который одет в костюм пожарного? А если приходит к вам
человек вот так одетый. Какая ваша первая реакция будет? Какая ваша реакция, когда увидите пожарного в больнице, который говорит, и что вас беспокоит? Я вам скажу, ваша естественная реакция будет, что вы побежите из этой больницы со всех ног. Просто вот не оглядываясь. Потому что то же самое и с людьми, которые приходят к вам навстречу. Что люди должны почувствовать, что они в надежных руках. Как и вы, когда идете в больницу, вы хотите, чтобы вы почувствовали себя в надежных руках. И вы сразу чувствуете себя более спокойно, что вы в безопасности, что перед вами хороший настоящий доктор, хороший врач. Так работает наше подсознание, ничего не сделаешь. Поэтому то же самое, когда вы подбираете костюм. Это очень важная часть ведения переговоров, встречи. Потому что первое впечатление это именно то, как люди вас воспринимают по одежке. Ничего не сделаешь. И костюм или хорошая деловая одежда поможет вам сразу создать впечатление человека, который профессионал, который разбирается в своем деле. Это очень важно для первой встречи. А успешность или вид успешного человека – это очень важный критерий в бизнесе. Согласны вы со мной? Поставьте единичку, если вы согласны. Что дресс-код – это очень важная часть нашего бизнеса. Так, вижу, хорошо, отлично. Здорово, спасибо за обратную связь. Это означает, что все мы понимаем важность дресс-кода. Итак, второй наш момент. Это система подключения к бизнесу. Что нам необходимо, чтобы подключить людей к нашему бизнесу? Это означает, что вы приглашаете человека в бизнес и покупаете им покупить АИП, образовательно-информационный продукт. Мы называем его АИПом, да? Как марафон 260. Это АИП. Мастер-профи, гений финансов или основы успеха. Чтобы человек мог подключиться к нашей системе. Но поэтому они не смогут узнать о миссии компании, видении компании, если вы их не подключите и не расскажете об этом. Они должны узнать о нашем слогане, о нашем девизе. Перед тем, как мы перейдем к третьему моменту системы обучения и МКИ, мне хотелось бы сразу перескочить и поговорить о системе роста лидеров. Почему? Я сразу перескочу к четвертой, потому что третий момент я вам с помощью слайдов расскажу. Итак, поговорим о системе роста лидеров. Что такое рост лидеров? Это то, как наша компания тестирует людей на лидерство. И вот вам вопрос, ребята. Как вы считаете, наша компания тестирует людей на лидерство? Кто-нибудь хоть какой-то намек имеет, представление? Как наша компания через действия, кто-то написал, хорошо, через поступки, еще какие-нибудь ответы? По своему росту. Угу. Что-то в русском чате у нас совершенно никто не отвечает. Все вопросы я вижу, ответы только в английском чате. Я вижу участие в тренингах, результаты, работы, рост в статусе, промоушены, дупликация. Ну, ребят, я сейчас действительно вижу, что вы внимательно слушаете и внимательно следите за компанией. Я расскажу вам хорошо сразу. Итак, наша компания дает домашние задания и выполнение задач. И эти вещи уже готовят человека к лидеру. И если вы усердно работаете, вы получаете бонусы. Это профи-бонус,
в программе бонусов в рамках программы лояльности. И чем выше ваши старания, чем усерднее вы работаете, тем выше ваши бонусы. А также компания помогает тем, кто усердно работает, тем, кто готовы стать лидером, помогает им расти по рангу. И в конечном счете вы можете стать представителем локального лидерского совета, а затем глобального лидерского совета. Наша компания следит за тем, как лидеры проявляют себя в профессиональном мире и добровольно. Например, возьмем марафон 260. Сколько профессиональных лидеров задействованы в этом марафоне, делятся своим опытом, своими навыками. Вот вам живой пример. Это реальное тестирование на лидерство. Как он работает, участвует, насколько сильно он вкладывается в наши проекты. Возьмем пример, например, врачей, инженеров, юристов. Необходимо им сдать и теорию, и практические экзамены, чтобы получить свою степень или диплом. Согласны же ведь? Если вы согласны с тем, что я сказал до сих пор, поставьте единичку. Хорошо, здорово, спасибо. Большое вам спасибо за обратную связь. Если вы согласны, что врачи, инженеры, юристы должны подтвердить свои знания за счет сдачи теоретического практического экзамена, то вы не будете удивлены, что здесь то же самое. В нашем МКИ бизнесе все то же самое. Если вы хотите стать международным спикером или тренером, а теперь вопрос. Хотите вы стать международным лидером, международным спикером и коучем, тренером в нашей компании? Поставьте единичку, если вы хотели бы ими стать. Здорово. Невероятно. Столько желающих. Все хотят стать международными спикерами. Хорошо, не беспокойтесь. Главное сосредоточиться на цели. И компания вам в этом поможет. Давайте перейдем наконец-то к третьей части. Система обучения. Итак, какая же разница между традиционным образованием и образованием в рамках МКИ, нашей системы образования? Следующий слайд, пожалуйста. Какая разница между традиционным образованием и образованием в рамках МКИ? Сейчас попытаюсь ваши ответы переводить и в английский чат. Здорово. Я пока читаю ваши ответы, не переживайте, мы никуда не пропали. Хорошо. В целом вы правы. Действительно, есть два вида образования. Один вид образования учит нас, как зарабатывать на жизнь, а второе образование учит нас, как жить. Следующий слайд, пожалуйста. Например, в школе вас не учат продажам. Вас не учат, как думать самостоятельно и как инвестировать, как справиться с неудачами, как приумножать свой капитал.
Согласны? Кого-нибудь учили этому в школе? Вот вам традиционное образование, через которое мы все прошли. Если согласны, поставьте плюсик, да, единичку. Здорово, вижу, что согласны. Спасибо большое. Значит, мы все теперь понимаем разницу между тем, какое образование традиционное и образование в нашей компании. Поскольку если сосредотачиваться только на традиционном образовании, вы далеко не уйдете. Это только теория, которая совершенно не готовит нас к реальной жизни. Например, никто нам не говорит, как критически мыслить. И мы выходим в мир совершенно не готовы. У нас багаж теоретических знаний, которые мы не способны применить на практике. А в нашей компании все эти знания реализуются и применяются на практике. У нас практическое образование, чтобы вы поняли, как их применять себе на благо. Вот вам разница между традиционным образованием и образованием в МКИ. Финансово-инвестиционным образованием. Возьмем пример традиционного образования. На слайде. Следующий слайд, пожалуйста. Например, я очень был удивлен и просто меня поразила цитата Альберта Эйнштейна. Вот представьте ситуацию. Профессор собрал всех и говорит: сегодня будем проводить экзамен. Экзамен, который будет определять ваши способности. И ваше задание — забраться на дерево. Это яркий пример традиционного образования. А Альберт Эйнштейн говорит: как же это возможно? Он сказал: мы все гении. Но каждый в своей сфере. Но если мы будем судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она всю свою жизнь проживет, думая, что она дура. Поставьте единичку, если вы согласны с выражением, с цитатой Эйнштейна. Спасибо большое. Здорово. Хорошо, отлично. Угу. Большое спасибо. Покажу вам еще один пример. Вот чему нас учит школа? В основном в традиционной школе. Даже я помню это. Нам в школе говорят, что солнце восходит на востоке и заходит на западе. Но факт же совершенно другой, научный факт совершенно по-другому говорит. Согласно науке, солнце не восходит и не заходит. А на самом деле эта Земля вращается вокруг своей оси. То есть, что происходит? Система образования убивает здравый смысл. Но у нас в финансовом образовании, инвестиционном образовании, в МКЭ, у нас преимущественное значение имеет именно здравый смысл. Информация, которую вы получаете, улучшает вашу жизнь. Традиционное образование, оно готовит к этой крысиной гонке, которую они называют жизнью. И мы в этой крысиной гонке всю свою жизнь. С 8 утра до 6 вечера. Согласны? Поставьте единичку, если вы согласны. Я вижу, что вы все с нами согласны, что нас в школе учат именно быть участником
этой крысиной гонки. Но у нас в МКИ все иначе. У нас есть курсы, которые дают вам практические курсы, знания, которые вы можете применять на практике и стать реальным профессионалом. О каких же курсах идет речь? Это финансовые и инвестиционные курсы, которые проводятся профессиональными тренерами. И на этих курсах чему можно обучиться? Можно учиться, например, как обеспечить быстрый рост своего бизнеса. Это следующий слайд. Также наши тренеры расскажут вам, через какие проверенные стратегии вы можете использовать, чтобы обеспечить быстрый рост. Также на наших курсах Мастер-Профи вам будет предоставлено инвестиционное и финансовое образование, грамотность. Также вы получаете практические задания и упражнения. И также это бесчисленное количество различных семинаров и наставничества. Если после того, как вы прошли, скажем, теоретическую часть Мастер-Профи, да, где у нас есть профессиональные тренеры, лидеры, следующим важным инструментом является игровой тренажер «Гений финансов». Поставьте единичку, если вы знакомы уже с этим тренажером. Так, здорово. Отлично. А поставьте двоечку, кто уже играл в эту игру. Поставьте, если вы уже играли. Так, здорово, молодцы. Поздравляю. Те, кто играли, вы, наверное, уже поняли ценность этой игры, ее пользу. И вы понимаете, почему мы всегда акцентируем внимание на этом тренажере. Это практический инструмент. В этой игре вы увидите свое прошлое, настоящее и будущее. Все это вам покажет эта игра. Когда мы говорим о прошлом, мы говорим о том, что игра вам укажет на ваши ошибки. Те ошибки, которые вы совершили вчера, в прошлом месяце, год назад. Также эта игра вам позволит заглянуть в будущее. И если вы играете в эту игру, когда вы поиграете в эту игру, ваш сам разум вам подскажет, уже подкинет вам идеи. Вот так работает этот тренажер. Появятся у вас какие-то бизнес-идеи. Эта игра позволит вам получить бизнес-навыки, даст вам готовые формулы, готовые инвестиционные инструменты. Также она позволит вам достичь вашей грезы и цели. И также она позволит вам усовершенствовать ваши коммуникационные навыки и навыки работы в команде. И, как я уже говорил, она позволит вам выработать новые бизнес-идеи через повторение и действия. Те лидеры, которые играли в эту игру, вы согласны с тем, что я говорю? Поставьте двоечку, если вы играли и согласны с тем, что я только что сказал. Здорово. Я вижу, что большинство действительно играли и разделяют мое мнение. Ребята, те, кто еще не играл в эту игру, вот я вам гарантирую, попробуйте сыграть в нее. Ваша жизнь изменится. Она выведет ваш бизнес на следующий уровень. Следующий уровень я не преувеличиваю. Я всякий раз,
когда играл в эту игру, у меня просто был вот взрыв мозга в положительном смысле. Я впечатлялся каждый раз. Вы можете приобрести эту игру в своем бэк-офисе, можете попытаться организовать игру через своих спонсоров, через своих лидеров. Очевидно, они будут знать, как это сделать. Давайте одну вещь вам скажу. Вот то традиционное образование, которое вы получили в прошедшие годы, то формальное образование, которое вы получили, оно на самом деле не имеет практического применения, реального практического применения. А финансовое образование, которое получаете вы в нашей компании, это ваш паспорт в будущее, в завтрашний день. И это означает, что завтрашний день принадлежит тем, кто готовится к нему уже сегодня. Финансовое образование предназначено тем людям, которые хотят изменить свою жизнь, хотят обеспечить финансовую свободу себе, своим близким. Тем, кто хотят приумножить свой капитал. Тем, кто хотят жить беспечной жизнью, получая пассивный доход. Поставьте единичку, если вы согласны. Если вы хотели бы получать пассивный доход и чтобы ваши деньги работали на вас. Здорово. Я вижу, что все хотят стать финансово грамотными, получить финансовое образование. Спасибо за ваше время, ценное время. Спасибо за ваше терпение. А теперь давайте попросим вернуться этого невероятного, великолепного лидера Эндрю Хокса. А с своей стороны, позвольте вас поблагодарить и распрощаться. Спасибо, Харри. Я тоже продемонстрирую свой экран. Так, какую тут кнопку нажать надо? Наверное, вот эту. Здорово, ребят. Поставьте плюсик, если вы видите экран и слышите меня. Так, это хороший знак. Отлично. Здорово. Наверное, не надо мне представляться еще раз. Харри, спасибо за свою речь. Очень все по полочкам разложил. И мне очень нравился этот слайд, там, где вот про животных, да, и когда их просят забраться на дерево. И когда вот Эйнштейн говорил, мы все гении, Эйнштейн говорил, да, но если нас ценить если оценивать рыбу по ее способности забираться на дерево, то всю свою жизнь рыба будет думать, что она дура. Действительно, в традиционной системе образования они пытаются научить использовать подход всех под одну гребенку, понимаете? Оно же так не работает, мы все разные. А они нас вот так вот выравнивают. Поэтому, Харри, большое спасибо, что рассказал нам об этом. Что у нас там по времени? Мы почти уже подходим к концу. Наверное, сейчас я хотел бы взять кого-нибудь, кто уже проходил тренинги нашей компании, возможно, мастер-профи, возможно, тренажер, тренинги по гению финансов или какие-нибудь еще тренинги. Поднимите, пожалуйста, руку. Я хотел бы поговорить с этим человеком. Так, я вижу очень часто Крис Красвеллер. Очень часто поднимает руку. Готов пообщаться с нами? Да, я здесь. Доброе утро, добрый вечер, Эндрю. Как дела? Как поживаешь? Да, все нормально, здорово. Расскажи нам какого ты статуса, где ты живешь,
твое имя. Меня зовут Крис Красвеллер, я живу в Брисбене, Австралия, я вице-президент. Поздравляю с таким рангом, здорово. Расскажи нам, какие тренинги ты в компании проходил? Я проходил мастер-профи, приезжал в Беларусь на двухдневный тренинг гений финансов. Также мы проходим сейчас тренинг, чтобы стать тренером по гению финансов. Здорово. Вот ты говорил, Крис Веллер, сколько? 3 раза, да, ты проходил мастер-профи, насколько мне известно. А вот почему 3 раза? Ну, мне, во-первых, нравится атмосфера. Она способствует обучению, развитию. Это было на Золотом побережье первый раз, в Австралии, у меня дома. Затем я полетел в Мельбурн, чтобы помочь коллегам. И действительно, это было очень мотивирующим мероприятием. И самый, наверное, большой мастер-профи у нас был в июне 2018 года. У нас 100, если не ошибаюсь, участников в рамках одного тренинга. Да, я помню это мероприятие, действительно, самое крупное, наверное, мастер-профи в Австралии. Очень многому, я помню, тогда научились. Я же тогда тоже был, помню. Крис, спасибо, что приехал, помог нам. Действительно, каждый раз ты был там, и ты прям вот действовал так, как будто это каждый раз для тебя первый раз. Вот вопрос, как считаешь, эти тренинги были для тебя эффективными? Ну, еще бы, конечно. Особенно мастер-профи. И я сейчас помню, у меня есть 3 знакомых, которые начали свой бизнес, и потом примерно в этот момент они начали играть в гений финансов, и они поняли все свои ошибки, которые они уже успели наделать, да. И Крис, ты имеешь в виду, что это им помогло, да, в своем бизнесе? Ну, естественно. Плюс у нас также была игра на Филиппинах. В Таиланде еще должна была быть игра, но что-то там произошло, мы не смогли организовать турнир. Я пытался донести эту игру и туда, дальше, на северо-запад. У нас люди как бы немножко даже боятся начинать, да, потому что там вроде как всем выдают небольшую стартовый капитал, там чуть ли не $50. Они боятся, как мы можем там этот бизнес свой, как он может расти, там всего-то $50, а потом они видят, как эти $50 действительно могут вырасти и приумножиться. Да, я вот помню, Эндрю говорит, что на последней игре «Гений финансов» обратили внимание, что он помогает нам применять то образование, которое мы получаем за счет АИП-пакетов на практике. Более того, «Гений финансов» он построен таким образом, что вы-то реальный капитал не теряете, но при этом условия максимально приближенные к реальности. Действительно, так оно и есть. Крис, я с нетерпением жду еще сессий на Золотом побережье. Что бы ты посоветовал тем, кто... Какие бы ты тренинги посоветовал нашим слушателям? Ну, я постоянно рекомендую все тренинги, которые я перечислил. Как всегда, они находят какие-то причины на них не идти. И я говорю, ребята, этот тренинг развернет вашу жизнь вспять. И он покажет вам тот путь, по которому необходимо пойти, чтобы прийти к вашим мечтам. Я готов подписаться под этим, Крис, согласен. Спасибо, что поделились с нами своим опытом. Я уверен, что он помог многим нашим людям. А есть ли у нас какие-то желающие из других комнат, которые бы хотели бы быстро поделиться своим опытом, своими впечатлениями, своим мнением? Любая другая комната, кроме англоговорящей.
Ребята, спасибо за ваше терпение, пока мы пытаемся вот организовать Анатолий, русская интервью. комната, можете говорить. Интересно, почему я быстрее машина? Мотоцикл или джипик? Ну ладно. Папа сметану в холодильник. Анатолий, вы можете говорить. Тогда наверх. Мама, у меня Ребят, кто-то еще есть желающие? Потому что у нас уже как-то слишком долго мы ждем. У нас еще есть время буквально на одного человека. В хинди комнате у нас есть желающий. В хинди? Да. Мухит из Индии. Он хотел бы поговорить с вами, Эндрю. Здорово, давайте. Меня зовут Мухит. Тут будут небольшие паузы, поскольку перевод будет скорее последовательнее, чем синхронный. Хотелось бы рассказать пару слов о тренингах в МКИ. Такое образование не дается в традиционных школах. А я считаю, что это необходимо включить в образовательную программу, чтобы люди уже с самого детства приобретали навыки, которые позволят им во взрослой жизни приумножать свой капитал. Чтобы была и практическая часть, и теоретическая часть. Мы делаем, у нас есть физкультура, например, да, она позволяет нам поддерживать физическую форму. Но где те предметы, которые позволяют нам поддерживать наше финансовое состояние? Инструменты, которые нам дает МКИ бизнес, нам позволяет быть обеспеченным и в финансовом плане, и более того, психоэмоциональное состояние мы поддерживаем на должном уровне. И я пытаюсь все те уроки, которые я получаю в рамках этих тренингов, внедрить и в свою повседневную жизнь. Тогда и на духовном, и на ментальном уровне я нахожусь в стабильном положении и могу помогать своей семье, своим родственникам. И также я помогаю своим коллегам по работе, своим друзьям. И я делюсь с ними всеми теми знаниями, которые я получаю на тренинге. Также лидеры, которые дают мне образование, они выкладываются по полной. Они мне делятся с нами всем тем опытом, всеми теми знаниями, которые им потребовались годы, чтобы накопить. И такие тренинги, такое образование, оно же помогает обеспечить финансовое состояние людей, что в свою очередь позволит поднять экономический уровень самой страны, в которой они живут. Пожалуй, на этом вроде как все. Ой, большое вам спасибо за такое интервью. Вот вы сказали, что вы делитесь со своей семьей. Действительно, такие вещи, они сплачивают семью. И вот я лично могу сказать, что действительно, если вы и беспокоитесь о благополучии своей семьи, для меня это только большой плюс. Я так понимаю, что я могу пропустить второй вопрос. Вы и так уже сказали, что эти эффективные
что эти тренинги эффективны. А стали бы вы рекомендовать такие тренинги другим людям? Вот вы говорили уже о друзьях, например. Естественно, я хотел бы рекомендовать всем, кого я встречаю. И я всегда говорю, что мы благодаря МКИ строим профессиональные и личные отношения. Эти тренинги позволяют нам обеспечить собственный финансовый рост, а также я, будучи рабочим человеком, я научился более эффективно управлять своим временем. И я сейчас, благодаря тем знаниям и навыкам, которые я получил, я смог запустить ряд новых проектов. Вот я составил коллаж, я составил пирамиду целей, и вы не поверите, через неделю уже многие вещи из этого сбылись. Настолько сильная мощь, настолько большая мощь этого инструмента, что вот у меня был юбилей в субботу, и я показал брату свой коллаж, и я ему сказал: смотри, учись, потому что для меня это сработало. Здорово, очень рады были это услышать. Сакши, спасибо за то, что передали голосом вот этот восторг. Да. Ну, пожалуйста, Эндрю, спасибо за комплимент. На самом деле, ты сам, Эндрю, создаешь такой положительный эмоции, источник эмоций. И спасибо, что выслушали меня. Ну, хорошо. Спасибо, Сакши. Действительно, шикарная работа. Да, вот в чате говорят, что она всегда великолепна. Действительно, так и есть. Ты звезда. Хорошо, ребята, спасибо всем тем, кто сегодня поделился с нами своим опытом, своими ощущениями. Пару моментов хотел вам сказать. Если вы поднимаете руку и вас не вызвали, не отчаивайтесь. Возможно, того человека, которого мы выбрали, по техническим причинам он не сможет. Тогда мы сразу же перейдем к вам. Плюс ничего страшного. Если вас не выбрали сегодня, обязательно выберут в следующий день. Я вот вижу, что в английском чате как минимум 10 человек подняли руку. Я уверен, что такое же количество и в других чатах. Поэтому пытайтесь, просите и получите. Хорошо, ребята, наверное, будем подводить итоги. У нас есть для вас домашняя работа. Помните, что следующая наша сессия будет утренняя и вечерняя сессия в среду. Значит, что бы я хотел, чтобы вы сделали? Возьмите ту информацию, с которой поделился с нами Хари, и составьте свой план тренингов для роста своего региона. Что необходимо сделать, чтобы структура выросла? Проводить, может, презентации там крупные какие-то какой-то день в неделе, да, или какую-то особую презентацию, может, необходимо семинары проводить раз в неделю или 2 раза в неделю, может, это конференция, может, это региональная конференция. Подумайте о всех тех логистических вещах, которые необходимо сделать, чтобы тренинг состоялся. Составьте план этих тренингов, а затем пропишите план того, как вы собираетесь продавать эти тренинги и занятия школы. Вот есть такое выражение, что факты продают сами себя. Но иногда необходимо людям сразу показать, в чем конкретно для них будет польза. Прямо вот сразу в пользу. Например, скажет: ребята, этот тренинг, он обеспечит рост вашего денежного потока.
у вас будет больше денег. Этот тренинг вас научит, как заставить ваши деньги работать на вас, а не наоборот. Тренинги помогут вам путешествовать по всему миру. Вот польза, вот те выгоды. Прямо рубите вот так, выгодами. Надеюсь, мои советы вам помогут. Вот ваше домашнее задание. Постарайтесь выполнить его как можно скорее. Следующее наше задание будет в среду, либо утренняя, либо вечерняя сессия. Но помните, что у нас в субботу будет отчетный вебинар с Андреем Федоровичем Хавратовым, а также с членами президентского совета Лидия, Драгош, Хари, наш друг сегодняшний, тоже там будет. Будет очень интересные новости, очень важные новости. А также после открытой встречи у нас будет закрытый вебинар. Первый семинар будет где-то в 12 по Москве, час длится, а затем у нас будет закрытый вебинар. Вы увидите информацию в своих кабинетах. Ребята, снимаю перед вами шляпу, вы шикарно поработали. Помните, что мы говорите в начале сессии. Если вдруг вы чувствуете, что все, у вас не хватает сил, пропадает желание, именно в этот момент необходимо выжать педаль газа до упора. Если у вас есть такие сомнения, идеи, обратитесь к своим спонсорам, своим менторам, администраторам, поделитесь с ними своими, что у вас вот вроде как вы выдыхаетесь. Они вам помогут. Именно в этом наша сила. Мы помогаем друг другу. Ребята, всем спасибо, кто участвовал в организации семинара, в том числе нашим переводчикам, и всей группе поддержки, которые усердно стараются, чтобы у нас была возможность быть на этом марафоне. Ребят, продолжайте раскачивать лодку в хорошем смысле. Мы, может, еще далеко от финишной прямой, но она уже где-то там на горизонте. Скоро мы там будем. Дамы и господа, надеюсь, у вас был шикарный сегодня день. Если у вас утро, надеюсь, что у вас будет шикарный день. Поэтому спасибо всем, спасибо, Хари. Берегите себя.